день! Меня зовут Наталья Люкези, и сегодня я хочу пригласить вас к себе в гости. Меня очень часто просят показать поближе свой дом, каждый его уголочек, так называемый рум-тур. Давайте начнем знакомство с нашим домом с самого его сердца. Это, конечно, столовая. Пойдемте? У нас уже накрыло. Мы с девчонками уже накрыли на стол. У нас сейчас по плану традиционный семейный обед. Но, несмотря на то, что стол это действительно центр столовой, к нему мы вернемся чуть позже. Давайте начнем с хранения, потому что это действительно один из самых частых вопросов. Наталья, как вы храните посуду? Вот так. В следующих сериях обязательно покажу остальное, потому что это всего лишь часть. А сейчас давайте рассмотрим, что здесь у меня есть. Я разделила этот шкаф на две части. Здесь, как правило, у меня хранится все белое, а здесь вот такая цветная, пестрая посуда. Знакомьтесь, мой любимый сервиз, мой белый, базовый. Ленокс, это американский фарфор, очень я его люблю. И не такой уж он и простой. Посмотрите, на закусочных тарелках есть наша семейная монограмма. Здесь супницы. Вот у меня есть винтажная супница, которую я часто использую не только по прямому их назначению, но и как вазы, кашпо так называемые. Вот такие замечательные штучки для лукового супа. Вот эту супницу я использую, когда у нас действительно много гостей, она огромная. Ведерко тоже с нашей монограммой, это наша отечественная керамика. Мои любимые пупырчатые, уже знаменитые пупырчатые графины. Но ниже, посмотрите, это самая удачная покупка на блошином рынке, которую я когда-либо совершала. Винтажный фаянс Жьен. В нем огромное количество предметов, они все идеальны, новые, никто ими никогда не пользовался. И мне просто повезло за такие смешные деньги купить полный огромный сервиз. Здесь у меня хранятся сезонные скатерти. Пасха и Рождество, Новый год. Здесь, конечно, тоже посуда. Вот эти тарелочки просто обожаю. Они могут использоваться как зимой для рождественского декора стола, так и летом на пикнике. Здесь бесконечные салфетки, дорожки и разные аксессуары для декора стола. Эта штуковина называется порт-куто. На столе около каждого гостя справа мы размещаем вот эту штучку, порт-куто, и на нее можно сложить приборы, нож при перемене блюд. И вот это оригинальное отверстие для свечи. Бесконечные салфетки. Салфетки льняные с нашей монограммой, голубые салфетки, салфетки с вышивкой, столовый текстиль я просто обожаю. Давайте посмотрим, что у меня происходит на консоли. Очень удобная вещь в хозяйстве. Во-первых, тут можно устраивать красоту и творить такой уголок творчества. Но он еще, естественно, очень практичный, потому что когда собирается много гостей, все, что не помещается на стол или может понадобиться в процессе трапезы, можно расположить здесь. Но к чему я это? Например, клоши. Зимой мы их используем очень-очень редко, потому что они такие праздничные, очень торжественные. Но летом мы их используем просто постоянно, потому что мы очень часто едим на улице, и, соответственно, во-первых, сохраняет клош температуру, необходимую блюда, но и защищает ее от назойливых насекомых. На нижней полке у меня хранятся свечи. Я их никогда не прячу в шкаф, потому что яркие свечи добавляют настроение, акцент такой цветовой в моей столовой. А белые свечи мы используем просто постоянно. Мы искали специально очень старый дом, чтобы он был уже с характером. И мне нравится, что мы можем поддерживать традиции, которые уже сложились здесь до нас.
Например, вот эту витрину заказала наша предыдущая домовладелица, которая теперь стала и нашей близкой подругой. И, кстати, от бывших владельцев этого дома здесь есть небольшой подарок. Вот такая картина с каллиграфической надписью «La Maison Blanche», что означает «белый дом», собственно, в котором мы живем. Это написал сын нашей любимой Флоранс, бывшей хозяйки этого дома. А вот если немножко поднять взгляд, можно заметить бра, которая здесь с самого первого дня постройки дома. Переходим к столу, потому что уже, судя по запахам, которые доносятся с кухни, время обедать. Сегодня очень простая, нежная, такая воздушная сервировка. В центре стола наши садовые розы. Новая скатерть, правда, с потрясающей вышивкой. Это лен. Вместе с этой скатертью в комплект входят такие нежные льняные салфетки. Бокалы. У девчонок тоже стоят нарядные бокалы для воды и сока. Обратите внимание, что скатерти у меня две. Первая нарядная, верхняя, и внизу еще одна для того, чтобы, когда руки касаются стола, было приятнее, собственно, трапезничать. Мы и пообедали, как ни странно, ни одного пятнышка, но тем не менее скатерть я сейчас сниму, чтобы показать таки главного героя столовой, наш обеденный стол. Посмотрите, почему, собственно, муж и влюбился в этот стол. Он действительно очень оригинальный, у него такой как будто часовой механизм, и если нажать на секретную кнопочку, то ушки стола начинают задвигаться или при необходимости раздвигаться, и можно регулировать размер стола, но и сам механизм просто потрясающе работает, и, естественно, инженер не мог устоять от покупки этого стола. Ну что, стол собран. В таком виде, как правило, мы его используем, когда у нас нет гостей. Осталось только постелить новую скатерть и налить вина и выпить. Чё? Хочу в следующий раз показать вам кухню и подсобную кухню. Познакомлю с каждым укромным уголочком. И как вы успели заметить, сейчас стол без скатерти. Столовые скатерти я не храню, но у меня их бесчисленное множество. Об этом вы уже узнаете в следующей серии. Поэтому предлагаю сейчас в комментариях отгадать, сколько таки у меня скатертей. Ну что, до следующей встречи на кухне. Пока!